Знаете, каждая фотография — это, по сути, загадка. За ней всегда скрываются какое-то место, время и целая история. Сегодня давайте посмотрим, как можно научиться читать эти скрытые подсказки и как одно единственное изображение может превратиться в настоящее расследование. Ну, все мы слышали эту фразу, что одна картинка стоит 1000 слов. Это да. Но что, если она может рассказать нам нечто большее? Например, свой точный адрес. Вот именно такую задачку мы сегодня и попробуем решить. Все начинается с одной единственной, казалось бы, ничем не примечательной фотографии. Сможем ли мы вытащить из нее все секреты? Давайте разбираться. Итак, первый и самый главный вопрос в любом таком деле — это, конечно, где. В мире расследований по открытым источникам это называется геолокация, то есть наша задача, просто глядя на картинку, определить точную точку на планете, где ее сделали. Используем только то, что у нас перед глазами. И это, конечно, не просто игра в угадайку. У профессионального анализа есть четкий алгоритм. Сначала ищем что-то крупное, что бросается в глаза. Потом на основе этого строим гипотезу. А уже дальше, как будто собирая пазл, начинаем проверять каждую мелочь по картам, спутниковым снимкам, панорамам улиц. Так, что у нас тут? Первая же зацепка прямо по центру — вывеска. Смотрим на текст. Кадикёй. А вот эта буква «Уэ» с точками, она очень характерна для турецкого языка. Это почти стопроцентная наводка на Стамбул, а точнее на район Кадикёй. Хорошо, а что еще? Посмотрим на задний план. Видите, там силуэт огромного подвесного моста. Его очертания, очень уж напоминают один из знаменитых мостов через пролив Босфор в Стамбуле. Так что наша гипотеза про Стамбул становится все более правдоподобной. Кстати, то, чем мы сейчас занимаемся, имеет официальное название. Это основы геопространственной разведки, или GeoInt. Если по-простому, это такое искусство или наука, кому как больше нравится, извлекать ценную информацию из всего, что связано с картами, из фотографий, спутниковых снимков, чтобы понять, что, где и как происходит на нашей планете. Итак, складываем 2 и 2. Вывеска Кадыкёй, характерный силуэт моста на фоне, проверяем по картам и бинго! Мы можем с полной уверенностью сказать, это набережная района Кадыкёй в Стамбуле. Первая часть загадки разгадана. Казалось бы, все, дело раскрыто. Но на самом деле найти место — это только полдела. Чтобы картинка стала по-настоящему полной, нам нужно ответить еще на один не менее важный вопрос. А именно, когда? И тут мы переходим ко второму этапу хронолокации. То есть будем определять не только время суток, но и, возможно, даже время года, когда сделали этот снимок. Это добавит истории очень важный контекст. Чтобы ответить на вопрос «когда», у нас есть, по сути, два типа подсказок. Первое — это сезонное. Во что одеты люди, есть ли листья на деревьях, может, какие-то праздничные украшения висят. А вторые — о времени суток. И здесь наш главный помощник — это, конечно же, солнце и тени, которые оно отбрасывает. Давайте снова внимательно посмотрим на фотографию. Так, люди одеты в легкие куртки и футболки. На деревьях полно зеленой листвы. Точно не зима и, скорее всего, не самая жара. Теперь солнце. Судя по бликам на воде, оно уже низко. А это значит, что и тени должны быть длинными. Видите, каждая такая деталь — это кусочек пазла. Тени — это вообще как природные часы, главное — уметь их читать. Мы уже знаем, что находимся в Стамбуле, и мы видим, что тени от объектов длинные и тянутся на восток. Есть простое правило. Если тень на востоке, значит солнце на западе. А низкое солнце на западе — это всегда вечер. Ну что ж, давайте соберем все вместе. Одежда людей указывает на теплую, но не знойную погоду. Тени говорят нам, что это вечер. Все это с большой долей вероятности указывает на позднюю весну или раннюю осень. Ну, скажем, май или сентябрь. А время где-то между 6 и 7 часами вечера по местному времени. Отлично, со статичной картинкой мы разобрались. Но что делать, если наш объект не стоит на месте, а движется, и более того, пытается скрыть свои следы? Давайте перейдем к задаче посложнее. Представим себе такую ситуацию. Есть грузовое судно. Его сигнал слежения вдруг пропадает на несколько часов, причем в очень важном месте, рядом с портом. Чтобы разобраться, что произошло, мы будем использовать данные АИС. Если кто не знает, это такая общедоступная система, которая отслеживает перемещение практически всех крупных судов. Наша цель — понять, что же случилось в эти потерянные часы. И вот смотрите, когда мы выкладываем все известные данные о маршруте корабля на временную шкалу, этот пробел, он просто бросается в глаза. Он не просто есть, он буквально кричит о себе. 5 часов тишины прямо у ворот порта — это, мягко говоря, очень подозрительно. И вот тут работа хорошего аналитика — не впадать в панику и не хвататься за первую попавшуюся версию. Нужно спокойно рассмотреть все возможные сценарии. Что это могло быть?
Первый вариант — судно по-тихому зашло в порт, отключив трекер. Второй — оно встало на якорь где-то рядом, чтобы что-то перегрузить на другое судно в открытом море. Ну и третий, самый скучный, но тоже возможный вариант — просто сломалось оборудование. Нужно проверить все. И вот мы подходим к самому важному моменту в работе любого аналитика. Это умение четко разделять факты и гипотезы. То есть то, что мы знаем на 100%, и то, что мы всего лишь предполагаем. Вот смотрите. Сигнал АЭС пропал на 5 часов. Это неоспоримый факт. А вот то, что его отключили намеренно, чтобы скрыть что-то нелегальное, это пока что только гипотеза. Ее еще нужно доказывать. Как можно видеть, все эти методы, они очень мощные. Но, как известно, большая сила налагает и большую ответственность. Поэтому у такой работы есть и свои неписанные, а иногда и вполне официальные правила и принципы. Всегда нужно быть начеку и помнить о так называемых ловушках. Например, спутниковый снимок, который мы смотрим, мог быть сделан год назад, и за это время там уже все поменялось. Или картинка настолько плохого качества, что важную деталь просто не разглядеть. Ну и, конечно, в наш век технологий нельзя забывать про цифровые подделки. Так что критическое мышление здесь — это главный инструмент, без него никуда. И, пожалуй, самое главное — все это не просто интеллектуальная игра или головоломка. За каждым таким расследованием могут стоять реальные люди, реальные судьбы. Именно поэтому ключевые этические принципы, такие как «не навреди», уважение к частной жизни и максимальная точность в документации, они всегда должны быть на первом месте. Ответственность — это основа основ. После того, как узнаешь о таких инструментах, смотреть на мир по-прежнему уже как-то не получается, потому что понимаешь, что любая фотография в сети, любой спутниковый снимок, любой кусочек данных — это потенциальная история. История, которая просто ждет своего часа и человека, который сможет ее прочитать. Главное знать, куда и как смотреть.